Немцы готовы убивать российских солдат, если их сапог ступит на территорию стран НАТО. Громкое заявление и предупреждение из Берлина. Польша рассылает повестки. 250 000 граждан должны пройти медкомиссию. В то же время Литва собирает €1 миллион на дроны в Украину. Что происходит? 50-дневный ультиматум Трампа Путину. Пойдет ли Кремль на условия Белого дома и какое количество оружия польется в Украину после соглашения США и НАТО? В альянсе призвали Путина задуматься, а Зеленский созвонился с Трампом. Как Москва опередила заявление американского президента? Обращение. Нехватка женщин в России официально признана. О каком дефиците идет речь? Куда исчезли женщины? Берлинский доктор смерти. В Германии судят врача, который убивал своих пациентов. Масштабная переброска войск России в Узбекистан, в город, граничащий с Афганистаном. В небо поднята авиация, ударные и разведдроны. Ташкент и Москва готовятся к зачистке населенных пунктов. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с обстановки на линии фронта. О динамичной ситуации сообщают как с украинской, так и с российской стороны. В Москве заявляют, что под контроль РФ перешли сразу 2 населенных пункта. Один в Запорожской области, это Малиновка, а также Маяк в Донецкой области. Ведомство Белоусова публикует видео, как утверждается, снятое в Малиновке. Над населенным пунктом установлен полный контроль. В разных его районах развернуты государственные флаги Российской Федерации. В то же время Украина этой информации не подтверждает. Мониторинговый канал Deep State, который публикует ежедневно информацию об изменении на фронте, также не подтверждает полного контроля над Малиновкой. На карте указано, что населенный пункт частично занят россиянами. В то же время Маяк в Донецкой области даже не находится в серой зоне, по версии Deep State. В Украине параллельно с новостями с российской стороны заявили, что у Москвы есть более широкие планы. Такое заявление сделало военное командование страны в общении со спецпосланником Трампа Китом Келлогом. Вновь звучат заявления о войне РФ с НАТО. Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, начальник генерального штаба генерал-майор Андрей Игнатов, начальник ГУР-Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов и представители разведки провели брифинг для американской стороны. Они проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов противника и подготовке России к войне более широкого масштаба не только против Украины, но и против НАТО. Немцы готовы убивать российских солдат, если их сапог ступит на территорию стран НАТО. Такое громкое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, Берлин быстрее, чем он ожидал, осознал необходимость перевооружения. Он указал на опросы, показывающие, что большинство населения поддерживает увеличение оборонных расходов и введение добровольной военной службы, запланированной на следующий год. Об этом пишет Financial Times. Кроме того, он уверен, что говорить о мире необходимо с позиции силы. Противникам, по словам Писториуса, необходимо показывать, что страна готова себя защищать. Он настаивает на том, что войска Германии, которая десятилетиями придерживалась культуры военной сдержанности из-за ужасов Второй мировой войны, будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на страну-члена НАТО. Если сдерживание не сработает и Россия нападет, это произойдет. «Да», — сказал он. Но я рекомендую просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады там. Они точно знают, в чем заключается их работа. Германия уже работает над планом закупок танков, подводных лодок, дронов и истребителей на период до 2030 года. В то же время соседняя Польша планирует вручить около 235 тысяч повесток для прохождения военно-врачебных комиссий. Их, кстати, получат даже женщины. Цель, как утверждает польская пресса, определить физическую и психическую пригодность к военной службе. Среди тех, кто будет вызван на квалификационные комиссии, будут женщины и особы старше 50 лет. Около 235 тысяч поляков и полек получат повестки для обязательного явления на военную комиссию. Повестки начнут рассылать с января следующего года, а срок военной квалификации продлится с 2 февраля по 30 апреля 2026 года, за исключением праздничных дней. Повестки будут доставляться с уведомлением о вручении. В Литве же тем временем стартовала двухмесячная благотворительная кампания «Дронатон», инициированная неправительственной организацией для того, чтобы собрать 1 миллион евро на закупку дронов для ВСУ.
Масштабной закупкой оружия для Украины теперь будет заниматься весь Североатлантический альянс. Такова договоренность Трампа и Рютте. И это, собственно, то важное заявление, которое озвучил американский президент в понедельник. Точнее, часть этого заявления. В Белом доме заявили, в Европу польется большое количество оружия, которое после будет передано Киеву. Ракеты, ПВО, боеприпасы. Издание Axios пишет, что в рамках новой сделки с НАТО союзники по альянсу закупят для ВСУ американское вооружение на сумму около 10 миллиардов долларов. Кроме того, Трамп выдвинул Путину ультиматум и начал отчет. Дает Москве 50 дней для заключения сделки о мире. Предлагаю послушать прямую речь. Я разочарован в президенте Путине, потому что думал, что мы заключим соглашение 2 месяца назад, но этого, похоже, не произошло. Поэтому, исходя из этого, мы введем вторичные пошлины, если не будет сделки через 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100%. Таков порядок. Это не может быть проще. Таков порядок. Надеюсь, нам не придется этого делать. Трамп выразил надежду, что Путин пойдет на его условия. При этом добавил, что есть страна, которая может передать Украине 17 систем Патриот. В Белом доме прозвучали слова о том, что разговоры с Путиным ничего не значат, ведь после переговоров между Вашингтоном и Москвой Россия бьет по Киеву, говорит Трамп. Я прихожу домой, говорю первой леди, я сегодня говорил с Владимиром, у нас был замечательный разговор. Она говорит, правда. А еще один город только что подвергся удару. Так что, смотрите, я не хочу говорить, что он убийца, но он жесткий парень. Это доказано годами. Он много кого обманул. Буша, Клинтона, Обаму, Байдена. Меня он не обманул. Зеленский при этом заявил, что уже провел переговоры с Трампом и выразил ему благодарность, а в НАТО же призвали Путина задуматься. Далее, по сути, обращение генсека Альянса к Кремлю. Если бы я был Владимиром Путиным сегодня и услышал бы, о чем вы говорите, о том, что планируете сделать через 50 дней, и об этом объявлении, я бы пересмотрел, стоит ли мне относиться к переговорам по Украине серьезнее, чем я делаю сейчас, если бы я был Владимиром Путиным. А если я Украина, то это, думаю, действительно отличные новости. Так что я хочу вас поблагодарить за это. Это означает, что европейцы платят. За несколько мгновений до того, как Трамп озвучил свое решение, которое уже, кстати, критикуется в Европе, в частности 50 дней, отведенные Путину, Кая Каллас назвала очень длинным сроком. В России заявили, что диалог надо выстраивать без давления. Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления. Этот диалог будет продолжен, несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами. Ошибочные подходы Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. Его ложь не вечна, она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России. Итак, друзья, что думаете о 50-дневном ультиматуме Путину? Будет ли заключена за это время сделка о мире? Или, как говорят в Украине, это отведенный срок России для дальнейшего взятия под свой контроль новых территорий? Пишите свои комментарии, оставьте лайк, спасибо за него. Подпишитесь также на канал, чтобы не потеряться на просторах YouTube. А я традиционно продолжаю. Нехватка женщин в России официально признана. Об этом заговорил Путин, а вице-премьер Голикова подтвердила. Издание Moscow Times пишет, что несмотря на пропаганду многодетности, традиционных ценностей и ограничения на аборты, эти методы оказались бессильны вытащить Россию из демографической ямы. За январь-март 2025 года число рождений детей сократилось еще на 4% год к году, до 288 тысяч. И это стало минимумом для страны с рубежа 17-19 веков, отмечал демограф Алексей Ракша. Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Да? Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин. У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Но раньше было наоборот. Вот. А в целом, Владимир Владимирович, да, к сожалению, это серьезная проблема наша, которая связана с двумя демографическими волнами.
Судебные тяжбы продолжаются. Брижит Макрон подает кассационную жалобу после того, как суд оправдал блогеров. В частности, апелляционный суд Парижа оправдал Наташу Рей и Амандин Рой, которых обвиняли в клевете на первую леди Франции Брижит Макрон за распространение слухов о том, что она якобы родилась мужчиной. Суд рассмотрел 18 высказываний, из которых 17 не были признаны клеветой, а одно, касающееся обвинений в совращении несовершеннолетнего, в частности Макрона, когда он был школьником, а Брижит учительницей, было оправдано, так как женщины ссылались на публикации в прессе. Тем не менее, суд решил, что женщины действовали добросовестно, в частности, опираясь на статьи в прессе, упоминавшие возраст будущего президента во время этой встречи. Именно на основании этой добросовестности Наташа Рей и Амандин Рой были оправданы. Еще раз, суд не подтвердил их правоту. Это решение ничего не доказывает. Брижит Макрон, по словам ее адвоката Жана Энаши, опустошена вердиктом и подала кассационную жалобу в Высший суд Франции, чтобы оспорить оправдание. Однако это оправдание не означает, что Брижит не женщина, говорит адвокат. Напомню, слухи о том, что Брижит Макрон не она, а он, начали распространяться в СМИ после избрания Макрона президентом. Берлинский доктор смерти. В Германии судят врача, обвиненного в убийстве 15 пациентов. В ФРГ стартовал шокирующий судебный процесс. Паллиативного врача обвиняют в убийстве его же пациентов. По версии следствия, он буквально превращал уход за тяжело больными в смертельную казнь. Следствие утверждает, что с 2021 по 2024 год он усыплял пациентов так называемым коктейлем инъекций и даже поджигал их дома, чтобы скрыть следы. Среди погибших 12 женщин и 3 мужчин. Самому младшему было 25 лет, старшему 94. Врач свою вину отрицает. На процессе ожидаются показания 150 свидетелей. Суд может продлиться до января. Родственники 13 жертв требуют справедливости. По данным прокуратуры, врач вводил пациентам препараты, которые парализовали дыхательные мышцы, что приводило к остановке дыхания и смерти в течение нескольких минут. Имя врача не разглашается по закону. Прокуратура считает, что обвиняемый действовал из низменных побуждений и коварно. В обвинительном заключении прокуратура утверждает, что обвиняемый пренебрегал жизнью своих пациенток и пациентов, игнорировал их волю и присваивал себе право решать, кому жить, а кому умереть. Несмотря на то, что все пострадавшие были тяжело больны, ни один из них не выражал желания умереть. Масштабная переброска войск России в Узбекистан, в город, граничащий с Афганистаном. В Термез прибыли подразделения армии РФ. Официально заявляется для участия в совместных учениях. С 15 июля по 21 на полигоне Термез пройдут тактические маневры сотрудничества 2025. В них участвуют российские войска 201-й военной базы Минобороны РФ, переброшенные из Таджикистана, а также военные Узбекистана. Учения проходят в Сурхандарьинской области у границы с Афганистаном, что придает событию дополнительный геополитический вес. Официально стороны отрабатывают штурм и зачистку населенных пунктов, которые заняты незаконными вооруженными формированиями. В небо будет поднята авиация, в частности ударные вертолеты Ми-24, а также расчеты разведывательных и FPV-дронов. Из врача в короля личинок. В столице Кубы, Гаване, бывший медик Йодермис Диас зарабатывает больше, чем когда-либо в белом халате. Теперь он разводит мух. Не обычных, а солдатских черных мух, чьи личинки сегодня считаются золотом для рыборазведения. Вместо рецептов и уколов – инкубаторы, контейнеры и тысячи личинок. Эти ненасытные создания перерабатывают органические отходы и превращаются в идеальный корм. На старте Диас собрал оборудование буквально из мусора. Сегодня он продает личинок по 450 кубинских песо за килограмм. Это чуть меньше $4 по официальному курсу. В прошлом году он продал 300 килограммов, а в этом хочет дойти до 1000. Потенциальная выручка $3750 в год. Это во много раз превышает среднюю врачебную зарплату на Кубе, где доктор может зарабатывать менее $100 в месяц. Солдатских мух охотно покупают фирмы, разводящие тилапию, потому что эта белковая пища дешевле и эффективнее сои. На фоне санкций, пандемии и коллапса импорта Куба срочно ищет альтернативы. Личинки – это неожиданное, но прибыльное решение. В Южной и Центральной Америке это уже миллионная индустрия. Один друг познакомил меня с этой темой. Сказал, что она очень полезна, не только как корм для животных,
но и как мощное биологическое средство контроля отходов. То, что мы раньше просто выбрасывали и что привлекало паразитов и переносчиков болезней, теперь превращается в протеин, словно золото для животных. А остатки идут как удобрение для растений. Это замкнутый цикл, практически без отходов. Мы помогаем и экологии, и производству кормов. Друзья, хорошего вам дня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, оставляйте также свои комментарии под этим видео, а я напомню, новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. До встречи!